31 августа 1972 года самолет Ил-18В авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс по маршруту Караганда-Москва. На борту самолета находилось 102 человека, 93 пассажира и 9 членов экипажа. В 8 часов 31 минуту по московскому времени лайнер вылетел из аэропорта Караганды. В 9 часов 57 минут самолет вошел в зону ответственности Челябинска на траверзе Троицка на эшелоне 7200 метров. Далее они вышли на связь с диспетчером и доложили, что рассчитывают пролететь Магнитогорск в 10 часов 11 минут. Но уже в 10 часов 8 минут, когда до Магнитогорска оставалось 45 километров, с самолета запросили экстренное снижение и посадку в связи с сильным задымлением из багажного отделения. Получив разрешение, экипаж снизился до высоты 7800 метров и вышел на связь с диспетчером Магнитогорского аэропорта, доложив о пожаре во втором багажном отделении. Направляясь к глиссаде, Ил-18, летя по курсу 90 градусов, снизился до высоты 600 метров. Диспетчер подхода дал указание взять курс 135. Далее при подходе к глиссаде с экипажем связался диспетчер посадки и передал: На посадочном. Берите курс 185 градусов. Экипаж подтвердил получение информации, однако авиалайнер не повернул на посадочный курс, а пересек глиссаду и начал теперь уже удаляться от нее, о чем диспетчер пытался предупредить пилотов. Пересекая глиссаду в 15 километрах от аэропорта, экипажу требовалось повернуть на 50 градусов вправо, чтобы выйти на посадочный курс, а через 3 минуты приземлиться на аэродром. Но в это время дым уже заполнил салон и кабину, тем самым дезориентировав всех на борту. Огонь повредил систему питания бортовых самописцев, и они отключились. В 10 часов 15 минут экипаж доложил: Большой дым в кабине. Очень большой. Самолет начал значительно колебаться по высоте и углам крена, испытывая при этом большие перегрузки. Такому поведению авиалайнера во многом способствовала паника пассажиров, которые перебегали в переднюю часть, подальше от источника дыма. Ил-18 оказался в опасной близости с землей, поэтому пилоты резко потянули штурвалы на себя и перевели двигатели на взлетный режим с одновременной уборкой шасси, тем самым с двухкратной перегрузкой переведя самолет из снижения в набор высоты. В 10 часов 16 минут экипаж передал последнее сообщение: Прощайте. Диспетчер тут же дал указание: возьмите посадочный курс, но пилоты на связь больше не выходили. По проведенной впоследствии судебно-медицинской экспертизе было установлено, что пассажиры на борту уже были мертвы из-за отравления угарным газом. Лишь находившиеся в кабине командир, второй пилот и штурман еще были живы и продолжали управлять самолетом, погибнув в момент катастрофы. Увеличив высоту на 1300 метров, за 35 секунд Ил-18 перешел в снижение, при этом постепенно разгоняясь. Спустя 5,5 минут с момента ухода от посадочного курса и пролетев 40 километров, летящий по курсу 250 градусов и со скоростью 370 километров в час, авиалайнер плашмя врезался в вспаханное поле между поселками Смеловский и деревней Покровка у границ Башкирии и Челябинской области, в 23 километрах севернее Магнитогорского аэропорта. При ударе самолет полностью разрушился и сгорел. Все 102 человека на борту погибли. При изучении обломков следователи нашли в районе второго багажного отсека 4 целых взрыв-пакета, 7 гильз от осветительных патронов, а также непонятное горючее вещество. Это свидетельствовало о том, что на самолете находились изделия, которые относились к взрывчатым веществам и были запрещены к перевозке. Это была официальная версия. При этом, согласно показаниям очевидцев и по результатам изучения обломков, огонь за пределы фюзеляжа не выходил. Однако при этом возник густой дым, который был настолько интенсивным, что даже закоптилась обшивка фюзеляжа в районе патрубка сброса воздуха из гермокабины и впускном клапане регулятора давления системы наддува пассажирского салона. Также по неофициальным версиям, причиной катастрофы мог стать конструктивный дефект самолета в электропитании, и не исключается версия о теракте. После данной катастрофы была изменена конструкция самолета Ил-18, в результате чего появилась возможность попасть в багажное отделение из салона самолета.